Итак, вчера мы говорили о том, что после того, как Господь Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он обосновался в Джаганнатхапуре. And when he first entered the temple of Lord Jagannath, he fell unconscious in ecstasy. И когда он в первый раз пришел в храм Джаганнатхи, он упал без сознания. And Sarvabhauma Bhattacharya took him to his home. И Сарвабхаума Бхаттачарья принес его к себе домой. And wanted to give him instruction as he considered Chaitanya Mahaprabhu a very young sannyasi. Он хотел дать ему наставление, потому что посчитал Господа Чайтанью Махапрабху очень молодым саньяси. So he instructed Mahaprabhu for 7 days on Vedanta Sutra. И в течение 7 дней он давал ему наставления, основанные на Веданта-сутре. And Mahaprabhu said nothing. Махапрабху ничего не говорил. So Sarvabhauma asked, "Did you not understand?" И Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, ты разве ничего не понял? And Lord Chaitanya said, the meaning of Vedanta Sutra is clear, but your explanations are like clouds. И Господь Чайтанья ответил, суть Веданта-сутры очень ясная и понятная, но твои толкования подобны облакам, которые закрывают ясный смысл. And then he asked Chaitanya Mahaprabhu to explain something. И тогда он попросил Чайтанью Махапрабху дать свое объяснение. Mahaprabhu gave some explanation and quoted the Atmarama verse from Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья дал свои толкования, объяснения и также процитировал стих Атмарама. Then he asked Sarvabhauma to explain the Atmarama verse. И потом он попросил Сарвабхаума Бхаттачарью объяснить стих Атмарама. And Sarvabhauma explained in 9 different ways. Сарвабхаума Бхаттачарья объяснил 9 различными способами. But then Lord Chaitanya gave much more extensive explanation. Но потом Господь Чайтанья дал еще более подробное объяснение. And Sarvabhauma became very impressed and surrendered to the Lord and became his follower. Это очень впечатлило Сарвабхаума Бхаттачарью, он предался Господу и стал его последователем. So after delivering Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord desired to go to South India to preach. После того, как он дал таким образом освобождение Сарвабхаума Бхаттачарьи, Господь решил отправиться в Южную Индию и проповедовать. He had accepted the renounced order during the month of Magh. Он принял отреченный образ, отреченный титул, отреченный сан во время месяца Маг. Which is basically in the winter, Это January. зимой, в январе. And then in the following month, Falgun, he went to Puri. В месяц Фалгуна, который был после этого месяца, он пошел в Пури. At the end of Falgun, he witnessed the Dol Yatra ceremony. А в конце месяца Фалгуна он стал свидетелем церемонии Дол-Ятра. And in his usual ecstatic love of God, chanted and danced. И он пел, воспевал, он танцевал и пел, охваченный любовью к Богу. Dol Yatra, that is on the same day as Gaura Purnima. Дол-Ятра — это в тот же самый день, что и Гаура Пурнима. Of course, in that time they didn't observe Gaura Purnima. Конечно, в то время они не праздновали Гаура Пурниму. That only began to be celebrated after Ее Lord Chaitanya's departure. начали праздновать только после того, как Господь Чайтанья Махапрабху ушел. That's the appearance day of Lord. Это день явления Господа. Then the next month, in the springtime, or I guess it's summer in India actually, spring here, during the month of Chaitra, he delivered Sarvabhauma Bhattacharya. Итак, в месяц Чайтра он освободил Сарвабхаума Бхаттачарью. Это весной, но в Индии это лето. And in the beginning of the next month, Vaishakha decided to go to South India. И в начале следующего месяца Вайшака он решил отправиться в Южную Индию. So already at a very hot summertime. Это было очень жаркое время года. So he didn't stay long in Puri after he first went there. Он долго не задержался в Пури после того, как туда пришел. He just like 3 months or so. Провел там 3 месяца примерно. 3 месяца. So Chaitanya Mahaprabhu called all his devotees.
Чайтанья Махапрабху позвал своих преданных and he said, "You are more dear to me than my life. и сказал им: вы мне дороже моей собственной жизни. I can give up my life, but to give up you is difficult for me." Я могу отказаться от своей жизни, но отказаться от вас гораздо сложнее. You are all my friends and have properly executed the duties of friends by bringing me here to Jagannath Puri. Вы все мои друзья, и вы совершенным образом исполнили свои обязанности дружеские, приведя меня сюда, в Джаганнатхапури, And giving me the chance to see Lord Jagannath in the temple. и вы дали мне возможность увидеть Господа Джаганнатху в храме. Now, please give me permission to leave for a tour of South India. А сейчас, пожалуйста, дайте мне свое разрешение отправиться в путешествие по Южной Индии. I shall go to search out Vishwarup, Я пойду для того, чтобы отыскать Вишварупу. his elder brother. Это его старший брат. Please forgive me, but I want to go alone. Пожалуйста, простите меня, но я хочу пойти в одиночку. I do not wish to take anyone with me. Я не хочу никого брать себе в попутчики. Until I return, all your dear friends should remain at Puri. И до моего возвращения, пожалуйста, вы все мои дорогие друзья оставайтесь в Пури. Knowing everything, Sri Chaitanya Mahaprabhu was aware that Vishwarup had already passed away. Господь Чайтанья Махапрабху всезнающий, и он прекрасно знал, что Вишварупа уже ушел. A pretense of ignorance was necessary, however, so that he could go to South India and liberate the people there. Он как бы притворился, что не знал этого факта. Самое важное ему было пойти в Южную Индию и освободить людей, живущих там. So Vishwarup was the elder brother of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вишварупа был старшим братом Шри Чайтаньи Махапрабху. In Navadvip, he used to regularly visit the Bhagavatam classes of Advaitacharya. И когда он жил в Навадвипе, он регулярно ходил на лекции Адвайта-ачарьи по Шримад Бхагаватам. And as a result, he became highly advanced in Krishna consciousness. И как результат он очень возвысился в своем сознании Кришны. And decided to take sannyas. И решил принять саньясу. Mother Sachi actually, she didn't want Lord Chaitanya going there to also listen to Bhagavatam classes. И это была одна из причин, почему матушка Шачи не хотела, чтобы Чайтанья Махапрабху ходил на лекции Адвайта-ачарьи и слушал его. Because she only had 2 sons. Потому что у нее было только 2 сыновей. So the elder one already took sannyas. А старший сын уже принял саньясу. And she was afraid her younger son also might take sannyas. И она боялась, что ее младший сын тоже примет саньясу. There's no information to my knowledge that Vishwarup was ever married. Насколько я знаю, по крайней мере, у меня информации такой нет. Я не знаю, был ли Вишварупа когда-либо женат. It's not mentioned in Chaitanya Bhagavat or Chaitanya Charitamrita. Об этом не говорится ни в Чайтанье Бхагавате, ни в Чайтанье Чаритамрите. Seems he was unmarried and he took sannyas. Ну, то есть кажется, что он никогда не женился и просто сразу принял саньяс. But Chaitanya Mahaprabhu, as we know, was married. Но, как мы знаем, Чайтанья Махапрабху был женат. In fact, he was married twice. На самом деле он даже дважды был женат. His first wife, Lakshmi Priya, passed away at a young age. Его первая жена Лакшми Прия умерла в молодом возрасте. It said she was bitten by the snake of separation. Говорится, что ее укусила змея разлуки. When Nimai Pandit or Lord Chaitanya had gone away to East Bengal to earn some income by teaching Sanskrit. Когда Нимай Пандит, он же Чайтанья Махапрабху, ушел в Восточную Бенгалию, чтобы заработать денег, чтобы там обучать. But then his parents arranged for a second marriage. Но затем родители настояли и организовали вторую женитьбу для него. To Vishnu Priya. Он женился на Вишну Прии. So Sachi Devi, his elderly mother, and Vishnu Priya, his young wife, were both dependent on him.
Итак, Шачимата, пожилая женщина, и также Вишнуприя, молоденькая девушка, они были зависимы от Господа Чайтаньи. So it was a very, very unusual event that such a person would take sannyas. Это было очень необычно, что человек в такого статуса, такого положения принял бы саньясу. In Bengal, of course, family responsibility is taken very seriously. В Бенгалии, как вы знаете, к семейным обязанностям относятся очень серьезно. And it's considered by Bengalis very tragic that Lord Chaitanya took sannyas. И бенгальцы считают, что это большая трагедия, когда Господь Чайтанья принял саньясу. Of course, they liked it that all the devotees in Navadvip loved it very much that he lived there. Конечно, всем преданным Навадвипу очень нравилось, что Господь Чайтанья жил там, в Навадвипе, вместе с ними. And performed sankirtan with them. И вместе с ними совершал санкиртану. And of course, his physical features were very attractive. И, конечно, его внешность физическая была очень привлекательна. He was very tall. Он был очень высоким. His arms very long, reaching down to his knees. У него были длинные руки, они доходили ему до колен. He had a beautiful golden complexion. Цвет кожи у него был прекрасный, золотой. He had long, flowing hair. У него были длинные вьющиеся волосы. Dressed very beautifully in long, flowing robes, yellow robes. Он всегда одевался очень привлекательно в такие желтые одежды. So they loved to see the Lord in that mood, in that way as a householder. Так что преданным очень нравилось видеть Господа в этом его настроении, в этом его статусе домохозяина. But after taking initiation from Ishwara Puri, he became maddened in love of Krishna, always chanting the holy names. Но после того, как он получил посвящение у Ишвары Пури, он словно обезумел от любви к Богу и беспрестанно повторял святые имена. And his mother didn't really understand, why he was behaving like that. И его мама никак не могла понять, почему он ведет себя таким странным образом. Some people said he was suffering from a disease disturbance of the life airs. Некоторые люди говорили, что, наверное, он заболел, наверное, воздух в его теле как-то взбудоражен. Therefore, he was always manifesting ecstatic symptoms, rolling on the ground and shivering, trembling in ecstatic love of Krishna. И именно поэтому он всегда проявляет экстатические признаки. Он валяется, катается по земле, тело его дрожит и так далее. So Mother Sachi was really worried that he might take sannyas. Итак, мама Шачи очень сильно беспокоилась о том, что Господь Чайтанья, может быть, примет саньясу. And she had some negative feeling toward Advaitacharya because of his influence on Vishwarupa and also his influence on Nimai. И поэтому, можно сказать, у нее были такие не очень хорошие чувства по отношению к Адвайта-ачарье за то, что тот повлиял на ее старшего сына и, скорее всего, повлияет и на младшего. And he blessed all the devotees with love of God. А он благословлял всех преданных любовью к Господу. Except Mother Sachi. Но мама Шачи была исключением. And the devotees asked, why you won't bless her with love of Krishna? И преданные спрашивали Адвайту-ачарье, почему ты не даешь благословения. They asked Lord Chaitanya. Они спросили Господа Чайтанью, почему мать Шачи не получает благословения обрести любовь к Богу. And Lord Chaitanya said, because of her offenses to Advaita-acharya. И Господь Чайтанья сказал, потому что она совершила оскорбление по отношению к Адвайте-ачарье. She'll have to beg forgiveness from him. Она должна попросить у него прощения. That's because she was blaming him for Vishwarupa taking sannyas. Просто потому, что она как бы обвиняла его в том, что Вишварупа принял саньяс. So when Advaita-acharya heard that, he said, this is not correct.
И когда Адвайта Ачарья услышал об этом, он подумал: нет, так дело не пойдет, неправильно. Mother Sachi is a very exalted person. Матушка Шачи очень возвышенная личность. She hasn't in the slightest way offended me. Она никоим образом даже и подумать невозможно, чтобы она совершила какое-то оскорбление. There's no question of me forgiving her since she hasn't committed any offense. То есть нет смысла мне давать ей прощение, прощать ее в чем-то, потому что она не совершила никакие оскорбления. But still, Lord Chaitanya was very strict on this point. Но Господь Чайтанья был очень строгим в этом вопросе. So she couldn't get forgiveness, and Advaita didn't consider there was any offense, so he wouldn't give forgiveness. Ну, то есть она не могла получить прощение, потому что Адвайта Ачарья не считал, что она совершила какое-то оскорбление. But then one day in a kirtan, Advaita fell unconscious in ecstasy. И вот однажды во время киртана Адвайта Ачарья упал без сознания в экстазе. And then Lord Chaitanya told his mother, "You take the dust from his feet." И тогда Господь Чайтанья сказал своей матери: иди и возьми пыль с его стоп. So in this way, Lord Chaitanya considered that her offense was forgiven. И тогда Господь Чайтанья зачел это, то есть посчитал, что ее оскорбление было прощено. Anyway, Vishvarup, he went away and traveled to the holy places. Итак, Вишварупа ушел из дома и путешествовал по святым местам. He took the sannyas name of Shankararanya. Его имя саньяси было Шанкарарани. And it's true that one of the things that Lord Chaitanya did in his tour of South India was to actually find out details about his departure. И это правда, то, что Господь Чайтанья, когда он путешествовал по Южной Индии, одна из его целей была найти какие-то сведения о Вишварупе. He traveled south along the eastern coast of India. Он путешествовал по югу Индии, по восточному побережью. Came to the southern point at Kanyakumari. И пришел на самый южный пик Индии. Каньякумари. And then he turned and went north along the western coast. А потом он пошел на север, то есть вдоль западного побережья. And probably in the region of Bombay, he went inland. И примерно в той области, где сейчас Бомбей, он пошел как бы вглубь полуострова. Inland? Inland, вглубь полуострова. Inland. Полуостров? No, but индийский полуостров. Материк. Is it? Okay. Вглубь Индии. It's a big polustry, isn't it? Yes. It's a huge polustry. Это индийский полуостров. Okay. So he went inland. What we know today is the state of Maharashtra. Сейчас это штат Махараштра. And he went to the holy place called Pandrapur. И он пошел в святое место, которое называется Пандрапур. There is a famous Vishnu deity there called Lord Vital. Там знаменитое божество Вишну по имени Витал. There also the famous Maharashtrian saint Tukaram. И там тоже живет один знаменитый святой Махараштра, его зовут Тукарам. He took shelter of Lord Chaitanya. И он принял прибежище у Господа Чайтаньи. And he spread the Sankirtan movement very widely in Maharashtra. И он по всему штату Махараштры распространял движение Санкиртаны. Anyway, there in Pandrapur, Lord Chaitanya met one disciple of Madhavendra Puri. Там, в Пандрапуре, Господь Чайтанья встретил одного ученика Мадхья-лилы Пури. His name was Sri Rangapuri. Его звали Шри Рангапури. Lord Chaitanya was in great ecstasy to meet him. Господь Чайтанья преисполнился экстатических переживаний, когда встретил его. He always felt great ecstasy to meet the disciples of Madhavendra Puri. Он всегда испытывал экстаз, когда встречал учеников Мадхья-лилы Пури. Always showed them the greatest respect. Всегда очень уважительно относился к ним. Even to Ramchandra Puri, Даже к Рамачандре Пури, who was a
an offender to Vaishnavas and to Lord Chaitanya. Который был оскорбителем, он оскорблял Господа Чайтанью и Господа Нитянанду. He was offender to even to Madhavendra Puri. Он даже оскорбительно относился к Мадхья-лиле Пури. But still, because he was a godbrother of his spiritual master, Lord Chaitanya showed him great respect. Но, несмотря ни на что, поскольку тот был поскольку тот был учеником Мадхья-лилы Пури, Мадхья-лила Пури это учитель Ишвары Пури, то есть он все равно оказывал почтение. So Sri Rangapuri, Sri Rangapuri was a very exalted Vaishnava. Итак, Шри Рангапури был очень возвышенным вайшнавом. So Lord Chaitanya, for many days, associated with him and discussed Krishna Gatha. И Господь Чайтанья много дней общался с ним и обсуждал Кришна Катху. And Lord Chaitanya told him that he was from Navadvip. И Господь Чайтанья сказал ему, что он был из Навадвипы. And Sri Rangapuri said, yes, he said, I also once visited Navadvip. И Шри Рангапури сказал, да, я тоже как-то раз посещал Навадвипу. And I had the good fortune to stay at the home of a very pure Brahmana called Jagannath Mishra. И мне посчастливилось остановиться в доме одного возвышенного брамана Джаганнатха Мишры. His wife was very affectionate to the sannyasis. И его жена была очень доброжелательна по отношению к саньяси. And she was a wonderful cook. Она прекрасно готовила. And he could still remember the flavor of a particular vegetable preparation that she had cooked. И он мог вспомнить даже вкус таких овощных блюд, которые она готовила. And one of her very worthy sons accepted the sannyas order, he said. И он сказал, один из ее очень возвышенных сыновей принял саньясу. Under the name Shankararanya. И получил имя Шанкараранья. And he, in this holy place, Pandharpur, he attained perfection. И в этом святом месте Пандрапури он достиг совершенства. That's to say, went back to Godhead. Ну, то есть, другими словами, ушел обратно к Богу. So Lord Chaitanya, he said, yes, he said, in my previous life, Jagannath Mishra was my father. И Господь Чайтанья сказал, да, в моей предыдущей жизни Джаганнатха Мишра был моим отцом. And Satyamata was my mother. А Шачимата была моей матерью. And Shankararanya Vishwarup was my elder brother. А Шанкараранья, он же Вишварупа, был моим старшим братом. So anyway, that was externally how he received the news of Shankaranya's departure. Вот таким вот образом Господь Чайтанья получил известие о том, как Шанкараранья оставил тело. Shankararanya also is a partial expansion of Lord Balaram. Шанкараранья — это частичное воплощение Господа Баларама. So that seemingly was the, purpose of Lord Chaitanya's travels. Ну, то есть, как бы можно сказать, что это одна из причин путешествий Господа Чайтаньи. And after finding that news, then he returned back by the same route, going back to the coast, western coast, and traveling south to the Kanyakumari, southernmost tip of India. И когда он получил эти известия, он отправился в обратный путь и проделал тот же самый маршрут. То есть сначала пришел к западному побережью, потом вдоль западного побережья к южной точке, к Канья-Кумари, и потом вдоль восточного побережья обратно в Джаганнатха-Пури. So the Lord said, then in the meantime, until I return, all of you friends should remain at Jagannath Puri. Итак, Господь Чайтанья, прежде чем уйти, сказал своим друзьям: оставайтесь все здесь до моего возвращения, будьте там. So hearing this, the devotees were very unhappy and they remained silent with sullen faces. И когда преданные услышали это, они тут же замолчали, и лица у них были такие грустные, серьезные. Nityananda Prabhu said, how is it possible for you to go alone? Who can tolerate this? И Нитянанда Прабху сказал: как это возможно, чтобы ты отправился в одиночку? Мы не вытерпим этого.
Let one or two of us go with you. Пусть один или двое из нас пойдут вместе с тобой. Otherwise you may fall into the clutches of thieves and rogues along the way. Иначе ты можешь попасть к разбойникам и грабителям по пути. You can choose anyone, but two persons should go with you. Ты можешь выбрать любого, но двое обязательно должны пойти с тобой. Indeed, I know all the paths to the different places of pilgrimage in South India. На самом деле я знаю все маршруты паломнические по Южной Индии. Just order me and I shall go with you. Просто прикажи мне, и я буду твоим попутчиком. As we know, when Lord Nityananda was a boy, a sannyasi came to his father's home. Как мы знаем, когда Нитянанда был маленьким мальчиком, один саньяси пришел в дом его отца. Well, he was about 12 years old. Ну, ему было тогда 12 примерно. And Hadayoja, the father of Nityananda, he served the sannyasi very nicely. И отец Нитянанды, его звали Хадай. Hadayoja. Хадай Оджа. Он очень радушно принял этого саньяси. And he said, just ask me whatever you want, and I will supply. И он сказал, ты просто попроси меня, все, что тебе нужно, я тебе предоставлю. So the sannyasi said, please give me your son as my assistant. И саньяси сказал, пожалуйста, дай мне своего сына, чтобы он мне помогал. So this was a great shock for Hadayoja. И Хадай Оджа, конечно, воспринял это очень, это шокировало его очень сильно. He fell to the ground in lamentation. Он тут же упал на землю и стал скорбить. Just like Dasarath Maharaj, Подобно Дашаратхе Махараджу. when Kaikeyi demanded the boon that Lord Ram be banished to the forest. Когда Кайкеи попросила его и попросила, чтобы Господь Рамачандра ушел в лес в изгнание. But Hadayoja had to agree, had made the promise. Но Хадай Оджа должен был согласиться, потому что он должен был сдержать свое обещание. And not long after he passed away in separation. И прошло очень немного времени, и после того, как Господь Нитянанда ушел, и Хадай Оджа оставил тело, был от разлуки с сыном. So Nityananda traveled extensively with that sannyasi to the holy places of India. Итак, Нитянанда, он очень много путешествовал вместе с саньяси, то есть он посетил многочисленные святые места Индии. Finally, he stayed in Vrindavan for a long time. В конце концов, он дошел до Вриндавана и жил там продолжительное время. But when he heard that Lord Chaitanya had begun the Sankirtan movement in Navadvip, then he went to join him. Но когда он услышал, что Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны в Навадвипе, он тут же отправился туда, чтобы присоединиться к нему. Anyway, he obviously knew the holy places well, so he proposed to accompany the Lord. Так или иначе, то есть он знал очень хорошо все святые места, и поэтому предложил Господу Чайтанье быть его попутчиком. Then the Lord Chaitanya, he began, to kind of criticize his different devotees. Whose devotees? His own devotees. И тогда Господь Чайтанья как бы начал немного критиковать своих собственных преданных. So at first he was a little critical of Nityananda. Сначала он немного критики пролил на Нитянанду. He said, after this accepting sannyas, I decided to go to Vrindavan, but instead you took me to the house of Advaita Acharya. Он сказал ему, после того, как я принял саньясу, я хотел отправиться во Вриндаван, но ты меня обхитрил и привел к дому Адвайты Ачарьи. And then, on the way to Jagannath Puri, you broke my sannyas staff. А потом, когда мы шли в Джаганатха-Пури, ты сломал мою палку, то есть мою данду саньяси. I know you have great affection for me, but such things disturb my activities. Я знаю, что ты очень сильно любишь меня, но подобные вещи, они просто мешают мне. Jagadananda wants me to enjoy bodily sense gratification. Джагадананда? Джагадананда хочет, чтобы я наслаждался какими-то телесными удовольствиями. And out of fear, I do whatever he tells me. И, боясь его как-то обидеть, я делаю все то, что он мне говорит. If I sometimes do something against his desire,
out of anger, he will not talk to me for 3 days. И если когда-нибудь я буду действовать вопреки его желаниям, он не разговаривает со мной на протяжении 3 дней. Jagadananda Pandit was an incarnation of Satyabhama. Джагадананда Пандит был воплощением Сатьябамы, who had a very contrary relationship with Lord Krishna. How can I understand contrary? Quarrelsome. То есть они с Кришной постоянно спорили. Krishna used to, I guess, enjoy Мне having кажется, quarrel with Satyabhama. Кришна, видимо, получал удовольствие вот в этих ссорах с Сатьябхамой. And he also tried to provoke Rukmini in the same way. И он даже пытался как-то спровоцировать Рукмини, чтобы она тоже начала с ним спорить. Rukmini was a very submissive wife. Но Рукмини была очень послушной женой. And Krishna said to her, "You are still young. И Кришна сказал ей: ты все еще молода. You know, why you married a, rascal like me?" И он сказал ей: почему ты вышла замуж за такого негодяя, как я? Nobody knows who I am, a Vaishya, Kshatriya, whatever. Никто даже не знает, кто я на самом деле, или Вайшья, или Кшатрия. While you're still young, better find a, better husband. И пока ты еще молода, может быть, тебе найти какого-то мужа получше. And Rukmini fainted in shock. И Рукмини была настолько шокирована, что тут же упала без сознания. She didn't want to quarrel with Krishna. Она не хотела вступать с Кришной ни в какие дебаты. And Krishna had to revive her. И Кришна должен был как-то привести ее в чувство. But Satyabhama had a different character. Ну, у Сатьябамы был совершенно другой характер. So Jagadananda, he also had that quarrelsome nature. И у Джагадананды тоже был такой характер, очень легко он вступал в споры. And in the childhood, he was a school friend of Nimai Pandit. И в своем детстве он был школьным другом Нимая Пандита. So they used to quarrel in school. И они постоянно ссорились в школе. They used to flick ink at each other. То есть, флик, what? Чернилами друг друга. Да? Они бросали друг друга чернилами, брызгали. And different kinds of Ну, то есть, всякие разные у них были. fights and quarrels. Всякие, то есть, постоянно какие-то были у них. He wrote a book called Prem Vivarta, Он написал книгу Према Виварта, which is a, contrary kind of love with angry exchanges. То есть это такая любовь, в которой присутствуют обмены такие вот гневные между возлюбленными. And also when Lord Chaitanya, after Lord Chaitanya took sannyas, Jagannatha couldn't tolerate to see those harsh austerities the Lord was performing. И после того, как Господь Чайтанья принял саньясу, Джагадананда не мог просто смотреть на те суровые аскезы, которые совершал Господь Чайтанья. Later in the Mадхья-лила, there's some description. Позднее в Мадхья-лиле есть описание, How once Jagannatha, with great endeavor, he made a pot of sandalwood oil. как Джагадананда, он приложил очень много усилий и достал горшок сандалового масла. And he brought that pot to the Lord in Puri. И принес этот горшок масла Господу в Джаганатха-пури. And asked Govinda, the Lord's servant, to rub it on the Lord's head regularly. И попросил Говинду, который был слугой Господа, натирать Господу Чайтанье регулярно лоб этим сандаловым маслом. But Lord Chaitanya, hearing that, became angry. Но когда Господь Чайтанья услышал это, он разозлился. Did I take sannyas for such enjoyment, sense enjoyment? Неужели я принял саньясу, чтобы вот теперь, сейчас так наслаждаться? People will criticize me, call me a bogus sannyasi. Люди будут критиковать меня, называть меня неправильным саньяси. Better to
take this oil to the Jagannath temple and burn it in the lamps. Лучше всего отнести это сандаловое масло в храм Джаганнатхи и использовать его в лампадках. So Govinda gave the oil again. Well, he told this to Jagannatha. И Говинда сказал Джагадананде, что Господь Чайтанья не хочет пользоваться этим маслом. After some time, Jagannatha again requested Govinda to give the oil to the Lord or rub it on the body of the Lord. Но спустя какое-то время Джагадананда снова попросил Говинду наносить это масло на лоб Господу. And this time, Lord personally told Jagadananda, better take it to the temple and burn it in the lamps. И тогда Господь Чайтанья лично сказал Джагадананде, что лучше отнеси это масло в храм и пусть его используют там в лампадках. That way your endeavor will be successful. И тогда все твои усилия принесут успех. Then in anger, Jagannatha smashed the pot of oil in the courtyard. И Джагадананда был настолько разозлен, что разбил горшок с этим маслом прямо во дворе. And he said, I didn't bring any oil. Я не приносил вообще никакого масла, он сказал. Then he went and locked himself in his room. А потом он пошел и закрылся в комнате. And for 3 days he didn't come out. И 3 дня не выходил из этой комнаты. And finally Lord Chaitanya had to personally go and knock the door. И в конце концов Господу Чайтанье пришлось лично пойти и постучать к нему в дверь. And request Jagannatha, please, I want you to cook for me today. И попросил он тогда Джагадананду, пожалуйста, я хочу, чтобы ты сегодня для меня готовил. So then Jagannatha took bath and cooked. Тогда Джагадананда принял омовение и приготовил. And when it came time for Lord to take prasad, he asked Jagannatha, please sit with me and take. И когда пришло время Господу принимать прасадам, он сказал Джагадананде, пожалуйста, садись рядом и прими прасадам вместе со мной. But Jagannatha said, no, my Lord, please, you take first. Но Джагадананда сказал, нет, мой Господь, пожалуйста, ты первый вкуси. So the prasad was very delicious. Прасад был очень вкусным. And Jagannatha made the Lord eat more and more. И Джагадананда все подкладывал Господу, чтобы тот ел побольше. And out of fear, the Lord ate 10 times. И просто он боялся как-то обидеть Джагадананду, и поэтому съел в 10 раз больше еды. And then finally, the Lord said, please, Jagannatha, I've eaten so much. Ну и в конце концов Господь сказал, пожалуйста, Джагадананда, я так уже наелся. Then Lord went to take rest. Потом Господь отправился отдохнуть. Actually, he said that this prasadam is very delicious. When you're angry, you cook even better. На самом деле он сказал, этот прасад настолько вкусный, когда ты разозлен, у тебя даже лучше получается готовить. So anyway, Lord went to take rest, but he couldn't rest because he was worried Jagannatha may not eat. Но Господь Чайтанья, когда пошел отдохнуть, он на самом деле никак не мог отдохнуть, потому что беспокоился, что, может быть, Джагадананда не станет кушать. And he sent Govinda to check. И он отправил Говинду, чтобы тот проверил. Jagannatha said, first I want to serve Ramai and Nandai. They helped me with the cooking. Но Джагадананда сказал, прежде чем самому поесть, я хочу обслужить Рамая и Нандай, которые помогали ему готовить. So still the Lord couldn't rest. И Господь не мог отдыхать. But finally, Govinda saw Jagannatha was eating. Но в конце концов Говинда увидел, что Джагананда сам вкушает. And then the Lord took rest. И тогда Господь отдохнул немного. So like that. And another time also, Jagannatha made a nice mattress and cushion. Еще одна история. Джагадананда сделал для Господа прекрасный матрас и подушку. Because the devotees couldn't tolerate to see the Lord sleeping on the floor. Потому что преданные, они с болью смотрели на то, как Господь спит на голом полу. Cold floor, you know. На холодном полу. The bones were, you know, paining. То есть его кости болели. So they wanted to give him some, you know, mattress. И они хотели дать ему какую-то подстилку, матрасик. But Lord Chaitanya became angry. Но Господь Чайтанья разозлился.
He said, "Why don't you make a big bedstead for me to sleep on?" И сказал, ну тогда почему бы вам не сделать большую, роскошную кровать для меня, на которой бы я спал? Finally, Swarup Damodar, he got some old cloth of the Lord. И в конце концов Сваруб Дамодар взял какую-то старую одежду Господа. And he got some banana leaves, and with his nails he divided them into strips. И он взял банановые листья и своими ногтями он как бы порезал эти листья в нитки. And put them into the old cloth. Ну как бы в такие полосочки и положил, сделал. What he made? Набил ими старую одежду. Ага, то есть он набил старую одежду этими как бы обрезками листьев. So that way made a kind of mattress. Ну то есть это было такое подобие матраса. And with great difficulty convinced Lord Chaitanya to accept it. И большого труда ему стоило, но он в конце концов убедил Господа Чайтанью принять эту подстилку. Anyway, Lord Chaitanya said, being a sannyasi, it's my duty to lie on the ground and take bath 3 times a day, even during the winter. Но Господь Чайтанья сказал, моя обязанность саньяси – это принимать омовение 3 раза в день, даже зимой, и спать на полу, на земле. But Mukunda becomes very unhappy when he sees my severe austerities. Но Мукунда очень огорчается, когда видит мои суровые аскезы. Of course, Mukunda does not say anything, but I know he is very unhappy within. And upon seeing him unhappy, I become twice as unhappy. Конечно, Мукунда ничего не говорит, когда видит меня совершающим аскезы, но я вижу, что он очень огорчен, и когда я вижу, как он огорчен, я огорчаюсь вдвойне. Although I am in the renounced order of life and Damodar is a brahmachari, he still keeps a stick in his hand just to educate me. Educate? И хотя я и являюсь саньяси, отреченным монахом, но Дамодара держит при себе палку, чтобы воспитывать меня. According to Damodar, I am still a neophyte as far as social etiquette is concerned. Потому что Дамодара считает, что я все еще неофит в вопросах социального этикета. Therefore, he does not like my independent nature. Поэтому он не любит мою независимую природу. Once Damodar, he criticized Lord Chaitanya because Lord Chaitanya became affectionate to one boy, and he was always associating with him. Однажды Дамодара подверг Господа Чайтанье критике за то, что тот проявил излишнюю привязанность к какому-то парню, мальчику. And he told Lord Chaitanya that, you know, that boy he's a good boy, but he has one fault. His mother is widowed and she's still very young and attractive. И он сказал, это хороший мальчик, но у него есть один недостаток. Его мать вдова, и она все еще молода. So like that, he would criticizing Lord Chaitanya, but for the Lord's benefit, he said, other people will criticize you. То есть он как бы критиковал Господа Чайтанью, но делал это он для того, чтобы, ну, как бы, чтобы другие люди не критиковали Господа Чайтанью. So he is very strict about the social etiquette. Он очень строго, очень серьезно относился к социальному этикету. So Lord Chaitanya said, Damodar Pandit and others are more advanced in receiving the mercy of Lord Krishna. И Господь Чайтанья говорил, что Дамодары и другие, они более достойны получать милость Господа Кришны. Therefore, they are independent of public opinion. Поэтому они независимы от мнения толпы публики. As such, they want me to enjoy sense gratification, even though it be unethical. И поэтому они хотят, чтобы я наслаждал свои чувства, даже если это не этично. But since I am a poor sannyasi, I cannot abandon the duties of the renounced order. Но поскольку я бедный саньяси, я не могу отказаться от обязанностей отреченного уклада. I cannot abandon the duties of the renounced order, and therefore I follow them strictly. Я не могу отказаться от обязанностей отреченного уклада жизни, поэтому я очень строго следую им. So like that, Prabhupada says here that brahmachari should not try to instruct a sannyasi. И тут Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что брамачари не должны
пытаться дать наставления саньяси. Consequently, Damodar should not have advised Chaitanya Mahaprabhu of his duty. Потому что Дамодара не должен был советовать Господу Чайтанье, давать совет о том, каковы его обязанности. So Lord Chaitanya said, you should all remain here in Nilachala for some days while I tour the sacred places alone. И Господь Чайтанья сказал, все вы должны остаться здесь, в Нилачале, пока я путешествую по святым местам в одиночку. Actually, the Lord is controlled by the good qualities of all his devotees. На самом деле Господь находится под контролем возвышенных качеств своих преданных. On the pretense of attributing faults, he tastes all these qualities. On the pretense? Of attributing faults, of finding faults. То есть, как бы он под маской того, что он ищет какие-то недостатки преданных, he tastes all their good qualities. Он наслаждается всеми их хорошими качествами. No one can properly describe Lord Chaitanya's affection for his devotees. Никто не может найти слова, чтобы правильно описать любовь Господа Чайтаньи к своим преданным. The regulative principles observed by the Lord were sometimes intolerable, and all the devotees became greatly affected by them. Те регулирующие принципы, которым следовал Господь, They were intolerable. Преданные не могли терпеть, не могли видеть то, как Господь следует вот этим всем регулирующим принципам. Although strictly observing the regulative principle, Chaitanya Mahaprabhu could not tolerate the unhappiness felt by his devotees. И Господь Чайтанья строго следовал своим обетам, но при этом он не мог видеть то, как огорчены его преданные. Therefore, to prevent them from accompanying him and becoming unhappy, Chaitanya Mahaprabhu declared their good qualities to be false. И поэтому для того, чтобы помешать преданным последовать за ним, то есть сопровождать его в путешествии, он как бы сделал так, что и их хорошие качества обратил в недостатки. The Lord wanted to tour all the holy places alone and strictly observe the duties of the renounced order. Господь хотел путешествовать по святым местам в одиночку и строго исследовать всем обетам отреченного уклада. So, Lord Nityananda therefore requested him, well, at least you take one person with you. Господь Нитянанда тогда попросил Господа Чайтанью, по крайней мере, возьми хотя бы одного человека с собой. Since your two hands will be engaged in chanting and counting the holy names, chant on the fingers, how will you be able to carry the water pot and external garments? Поскольку твои руки будут заняты в подсчитывании, ну то есть он будет воспевать святые имена и как бы подсчитывать круги, подсчитывать мантру на руках, поэтому как же ты будешь нести свой сосуд для воды и другие свои вещи? And when you fall unconscious in ecstatic love of God, who will protect your belongings? А когда ты упадешь без сознания, охваченный экстатической любовью к Господу, кто же будет как бы охранять твои вещи? Here is a simple Brahmin named Krishnadas. Please accept him and take him with you. Есть один очень простой браман, его зовут Кришнадас. Пожалуйста, возьми его с собой. He will carry your water pot and garments. You may do whatever you like. He will not say a word. Он будет носить твой сосуд для воды и твои одежды, и он не скажет ни одного слова, что бы ты ни делал. So Lord Chaitanya accepted this request of Nityananda Prabhu. И Господь Чайтанья согласился на эту просьбу Господа Нитянанды. And Krishnadas accompanied him on his tour. И Кришнадас сопровождал его в его путешествии. When they were in South India, there was a community called Bhattadharis. Когда они были в Южной Индии, они пришли в общину Бадахари. And these Bhattadharis, they would send their women to allure travelers, and then they would rob them. Эти Бадахари, они делали следующее. Они отправляли своих женщин
чтобы те как бы соблазнили путешественников, и потом они приходили и грабили. So they also allured Krishnadas. И они также соблазнили Кришнадаса. And Chaitanya Mahaprabhu had to go to their community and request them to return Krishnadas. То есть они как бы привлекли его. И Господу Чайтанье пришлось идти в их общину и вызволять оттуда Кришнадаса. And the Bhattacharys took weapons to attack the Lord. И Бадахари взяли оружие, чтобы напасть на Господа. But by the potency of the Lord, their weapons stabbed their own bodies. Но то есть благодаря могуществу Господа и их оружие начало действовать против них самих. And he took Krishnadas by the hair И он and took him away. за волосы взял Кришнадаса и уволок его обратно. And he continued to travel with them until they returned to Puri. И он продолжил путешествовать с ним, пока они не вернулись в Пури. And then he sent Krishnadas away. А потом он отправил Кришнадаса. Actually, the devotees then decided to send him to Navadvip to inform Mother Sachi of Lord Chaitanya's return. Преданные решили отправить его на Навадвипу, чтобы сообщить матери Шачи о том, что Господь Чайтанья вернулся из своего паломничества. So then Lord Chaitanya went with the devotees to Sarvabhauma's house. Затем Господь Чайтанья пошел вместе с преданными в дом Сарвабхаумы. And the Lord said, "My elder brother Vishvarup has taken sannyas and gone to South India. Now I must go and search for him." И он сказал: мой старший брат Вишварупа принял саньясу и отправился в Южную Индию, и поэтому я должен пойти и отыскать его. Please permit me to go, for I must tour South India. Пожалуйста, дай мне свое разрешение пойти. Я хочу путешествовать по Южной Индии. With your permission, I shall soon return very happily. И с своего разрешения я вскоре вернусь, очень счастливый. Sarvabhauma was very agitated to hear this. Сарвабхаума Бхаттачарья очень был взволнован, услышав это. He fell at the lotus feet of the Lord and begged him to stay a little longer. Он упал к лотосным стопам Господа и умолял его остаться на подольше. And then Lord Chaitanya agreed. И тогда Господь Чайтанья согласился. And Bhattacharya invited him for prasadam. Бхаттачарья пригласил его на прасаду. And his wife did the cooking. Его жена приготовила. And later in Chaitanya Charitamrita, there's a nice description of that. И позднее в Чайтанья Чаритамрите есть подробное описание. So after staying at Bhattacharya's house for 5 days, the Lord again begged permission to depart. Он провел в доме Бхаттачарьи 5 дней и потом вновь попросил разрешения у него отправиться в путь. So Bhattacharya gave permission and they went together to see Lord Jagannath. Бхаттачарья дал свое согласие, и тогда они пошли вместе увидеть Господа Джаганнатху. So Lord also begged Lord Jagannath for permission. И Господь также умолял Джаганнатху дать ему разрешение. And the priest immediately gave one of the Lord's garlands to Lord Chaitanya. И священник тут же дал одну из гирлянд Господу Чайтанье. So receiving the Lord's permission in the form of a garland, Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and in great jubilation prepared to depart. И получив такое разрешение от Господа в виде гирлянды, Господь Чайтанья с радостью отправился, стал готовиться в путь. And he went on the path to Alalanath, По пути в Алаланатх, which is what, 30 kilometers south of это Puri. примерно 30 километров к югу от Пури. So some of his devotees went with him. Некоторые из преданных пошли вместе с ним. And then from Alalanath, the Lord left his associates behind and departed. А потом в Алаланатхе Господь оставил своих преданных и пошел один. And Sarvabhauma made one last request. И у Сарвабхаума была одна последняя просьба. When you're in Vijayanagar, on the bank of the Godavari, please meet Ramananda Rai. Когда ты придешь в Видьянагар, который находится на берегу Годавари, пожалуйста, повстречайся там с Рамананда Роем.
So, like that, Lord Chaitanya departed, and Sarvabhauma fainted and fell to the ground. Итак, Господь Чайтанья отправился в путь, а Сарвабхаума Бхаттачарья упал без сознания на землю. Lord Chaitanya did not take notice of him. Но Господь Чайтанья не обратил на это внимания. Rather, he left quickly. Он просто быстро ушел. This is the nature of the mind of an uncommon personality. Такова природа ума необычной личности. Sometimes he is soft like a flower, Иногда он мягок, подобно цветку, but sometimes hard as a thunderbolt. но иногда очень резок и груб, подобно молнии. So then, from Alanath, they all offered respects, and in great ecstasy, the Lord danced and chanted for some time and then departed. Итак, Господь Чайтанья в огромном экстазе танцевал и пел какое-то время, а потом ушел, и все попрощались с ним. Upon seeing the chanting and dancing of Lord Chaitanya, Lord Nityananda predicted that later there would be dancing and chanting in every village. И увидев то, как Господь Чайтанья танцует и поет, Господь Нитянанда сделал предсказание, что вскоре такое пение и танцы будут в каждом городе и деревне. Okay. Харе Кришна. Харе Кришна. Шри Chaitanya Charitamrita. Any question? Есть ли вопросы? Почему при жизни Господа Чайтаньи преданные не проводили его день рождения? Why during the life of Lord Chaitanya, his appearance day was not celebrated corporately? Well, maybe it was in a small way, I don't know, but it said the first big Gaur Purnima festival was organized by Narottam Das Thakur. Может быть, и проводилось, но у меня просто нет сведений об этом. Говорится, что первый огромный фестиваль Гаура Пурнимы был организован Нароттамом. Which is after departure. А это после ухода. He organized his home Keturi. Он организовал этот огромный праздник в Хитури. And many Vaishnavas came from Bengal and Vrindavan. И многие вайшнавы из Бенгалии и из Вриндавана собрались там. Janava Mata, the consort of Lord Nityananda, was the chief guest. Главным гостем была Джанава Мата, это супруга Господа Нитянанды. And she installed 6 sets of Radha Krishna. И она установила 6 пар божеств Радхи Кришны. One of them is still there in Vrindavan. Одни из этих изначальных божеств все еще там, во Вриндаване. Shri Radha Brajamohan. Радха Браджамахан. And Kirtan was so ecstatic that he said the whole Panchatattva appeared there and danced ecstatically, even though they had all left the planet. И говорится, что Киртан был настолько экстатичным, что вся Панчататтва явилась там и танцевала вместе с ними. К тому времени они все уже ушли. But Lord Chaitanya, generally he didn't allow devotees to address him as the Supreme Lord. Но вы знаете, что Господу Чайтанье не нравилось, когда преданные обращались к нему как к Господу. If they would do that, he would cover his ears and say, Vishnu, Vishnu. Если они делали это, то он закрывал свои уши и говорил Вишну, Вишну. So presumably that would be why they didn't celebrate Gaur Purnima. He didn't allow them. Может быть, поэтому Гаура Пурнима не праздновалась, потому что Господь Чайтанья просто не позволял им. Скажите, во времена Господа Чайтаньи преданные воспевали, то есть это был только киртан, или они тоже читали джапу? Yes, they also chanted japa. It's mentioned here how Lord Chaitanya was chanting, counting the rounds on his hands. Даже здесь в читании Чаритамрити говорится, что Господь Чайтанья повторял джапу, он просто подсчитывал на пальцах. And Haridas Thakur, he chanted 300,000 names А per day. Харидас Такур читал каждый день 300 000 имен, тоже подсчитывал как-то. So yeah, they chanted japa.
Да, они тоже повторяли джап. Я сказал, что я буду обедать только в Мадхья-лила. Однажды Господь Чайтанью хотели пригласить к себе обедать, разные преданные. И он сказал, что я буду обедать только в Лакхешвар. Только не у богачей, а тех, кто повторяет 64 круга. You have no chance. Okay, Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki Shrila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanandi